Всем привет, с вами Дэн, и как видите, российский часовой бренд Albatros в своих классических кожаных тревел-кейсах. И давайте новиночки как раз-таки с вами открывать и с ними знакомиться. Так, один есть. Ага. Так, значит, 3855М, ну это как раз авиационный прибор 55М, а 38 это у нас размер, индивидуальный номер, уже даже мгновенный тест точности. И здесь эта модель есть с двумя разными механизмами. Либо Восток 2415 с автоподзаводом, либо на ручке 2409. Я вам, кстати, на ручке показывал в 2024 году, еще в начале года, когда эта модель только вышла. Сегодня как раз вот галочка здесь отмечена версия на автоподзаводе. И давайте сразу посмотрим вторую упаковочку, потому что две версии с расцветкой циферблата вышло как раз, да. И здесь 007 номер 3855М1 хаки версия, здесь минус 6 секунд в сутки, ну тоже механизм с автоподзаводом. Итак, давайте пленочки снимем. Вот они, красавцы. Два новых цвета. Так, и второй. Раз. И здесь, как видите, два варианта. Кремовые и хаки. Оба уже идут, потому что востоки у нас сразу работают. Давайте стрелочки немножко передвинем, чтобы было лучше видно циферблаты. И получается так, что кремовые, они выпущены 50 штук таких часов, а хаки 100 штук. Ну, а общая серия 300, и, соответственно, на каждом номере есть, на каждых часах индивидуальный номер, который как раз здесь выгравирован. Так что, и да, вот видите, важное отличие от версии на ручке, здесь глухая задняя крышка, ну и, соответственно, логотип Albatros, да, и на одной, и на другой версии сразу вижу, есть система быстрой замены ремешка, а это хорошо, это значит, что можно будет ставить сторонние. Ну, про ремешки мы чуть позже поговорим. Давайте, значит, ну вы же знаете, я надеюсь, что Albatros это российский часовой бренд, Николай Лоскутов его организовал из командирский.ком, я думаю, все знают. Я уже несколько версий Альбатросов показывал из города Чистополь и, конечно же, с упором на наследие, да, советское и российское. И вот эти версии, они в корпусе 38 мм, как я уже говорил, была первая модель 44 мм, но мне кажется, более актуально сейчас 38 мм. И вот два варианта циферблата. Так, ну что ж. Интересно, он тоже такой матовый, с такой интересной текстуркой, а мне нравится, слушайте. Я вот на сайте их когда увидел, ну, не очень понятно по фотографиям, вживую, конечно, сразу понимаешь, что по-другому немножко смотрится. И интересно получается здесь оттенок. Ну, давайте по характеристикам пройдемся. Значит, Восток 2415 мы с вами уже определили. Здесь автоподзавод на обеих версиях. Здесь суперлюминов хорошо светится в темноте. Сапфир с внутренним антибликом, 50 метров до защиты, кожаный ремешок и сталь 316L по этим моделям. Кафедральные стрелки, классика, нравится. Такие, ну, кафедральные стрелки, это в принципе же, да, как на карманных часах, еще как на траншейных часах. И, как мне кажется, очень хорошо подходит к этой стилистике. И вот с этими оттенками оно как раз даже еще более винтажно получается. Наверное, особенно цвет вот хаки. Кремовые тоже, кстати, очень интересно получились. Они, я бы даже сказал, может быть, такой больше в шампанское. Но, опять же, мягкий такой приглушенный оттенок. И хорошо, и нравится контрастно, как сделано Альбатрос. Здесь вот он белым, здесь он черным. И хорошо сочетается. Слушайте, а цветовая гамма интересная. Угадали. Может быть, понятно, что там синий, черный более популярные. Но вот эти версии, они такие более индивидуальные, что ли. Ну да. Кстати, по поводу цен. Кремовые, по крайней мере, на момент записи ролика на сайте стоят 19 тысяч рублей примерно. Наверное, потому что менее лимитированные. Хаки 17 600. И, конечно же, вы можете получить скидосик 5% по промокоду GITAT5. Оставлю в описании к ролику этот промокод на все товары на сайте командирский.ком. Слушайте, кстати, хочется, знаете, что сейчас посмотреть? Ремешок. Мне понравились ремни в прошлой итерации этих часов. И да,
они такие же классные, мягкие, здесь чуть более такой толстый, то есть он должен немножко приработаться за недельку, но он уже достаточно мягкий, даже сейчас я вот пробую. И хороший ремешок, очень приятные ремешки, прострочка в тон, классно и сочетается интересно. Я бы здесь попробовал еще прям что-то совсем матовое, может быть тканевый еще ремешок, но это опять же дело ваше, стандартная здесь система замены ремешка, так что будет удобно. Давайте, кстати, по размерам. 38 сказал, ну, 38 примерил. Высота 13,4 и ремешок, по-моему, 20 здесь. Да, 20, так что любые сторонние подойдут. Ушки, как видите, достаточно длинные, 45. Так что они хоть и 38, но носятся они чуть побольше. Но опять же, часы под винтажик должны быть поменьше, а за счет того, что корпус достаточно высокий такой, ушки длинные. Кстати, крепится ремешок близко к корпусу, так что какой-то дырки, да, как многие иногда говорят про то, когда длинные ушки, здесь нет. И приятно все выглядит. Классно. Ну да, они чуть-чуть больше кажутся, чем на самом деле есть. И это хорошо. Это хорошо. То есть модель универсальная. И, соответственно, хаки. Здесь, кстати, ремешок в тон прострочка. Ну, собственно, так. Какая версия нравится больше? Честно говоря, даже пока не определился. Пока не определился. Может быть, чуточку больше в сторону хаки, а может быть и кремовое, шампанское. Ладно, в конце обзора озвучу, наверное, свое решение. Ну, давайте посмотрим и по отделке. Здесь есть сатинирование, но по основной части корпуса, но по боковой части ушек и корпуса еще и зеркальная полировочка. Такая аккуратная, и она не привлекает особо внимания, ну и не сказывается на каком-то восприятии этих часов, как милитари стилистики. Все-таки, да, все-таки у нас полевая, да, такая стилистика, ну или пилотская, кому как больше нравится, потому что здесь все-таки в честь авиационного прибора 55М, как мы с вами проговорили в начале видео. Глухая задняя крышка с гравировочкой, здесь основные характеристики, ну и серийный номер тоже здесь указан. И этот ремешок тоже хорош, мне нравится. Давайте по весу еще посмотрим. 74 грамма даже не дотягивает, так что на каждый день самое то. Метки здесь кажутся, да, что печатные, но нет, они объемные, они такие очень приятные, создают дополнительный объем по циферблату, но при этом вот из стилистики милитари не выходит, что хорошо. Ну и текстурочка по цифру приятная. Если мы говорим про кремовые, здесь то же самое, но по-другому немножко цифры, конечно же, воспринимается. Что ж, давайте макро поглядим. Да, вот. Ну, я говорил про то, что циферблат здесь интересно сделан. И вот с этим оттенком по-новому воспринимается. Матовые, да, здесь сатинирование по стрелкам. Сделано в России, разметка. Слушайте, симпатично. Приплюснутая заводная головка луковая, да, луковичная. И логотип здесь на заводной головке тоже имеется. И вторая версия. Ну, а вам какая больше нравится? Напишите в комментах. Ну, что хочу сказать по итогам. Мне нравится новый вариант расцветки. Вообще часы такие крепко сбитые, приятно сделанные, у них есть свой характер, они очень симпатичные. И у них отличное сочетание ремешок, циферблат, здесь прям вот все выверено. И размеры мне нравятся. Если говорить про эти оттенки, они такие, знаете, не базовые, не стандартные. Опять же, не для всех, но этим они и уникальны. Потому что, ну, понятно, что там зеленый, синий, это как бы вот как везде, да. А здесь вот что-то необычное. И даже оттенок хаки здесь такой необычный оттенок хаки. Он интересный. Оттенок кремовый, или я бы его назвал даже скорее шампанское, он тоже приятный. И он матовый, то есть это все под стилистику хорошо подходит. Может быть, даже он мне чуточку больше нравится, как мне кажется, он может быть чуть более гармоничный, но это мое мнение. Ну и на этом, наверное, все. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.